Всем привет, вы на канале Twinkie Time. Мы начинаем прохождение относительно старенькой игры. Или не старенькой, я опять не помню. Martha is Dead. Я надеюсь, что у вас это нормально выглядит, потому что тут не было нужного мне разрешения экрана, но я растянула его так, чтобы было нормально. И, короче, я надеюсь, что все нормально, неважно. Так, настрой. Я не хочу, пусть так и будет. Сюжет игры, действующие в ней персонажи являются полностью вымышленными. В игре присутствуют сцены и поднимаются темы, которые могут быть неприятны некоторым игрокам. Игра рекомендована для взрослой аудитории, отмечена соответствующим рейтингом. Это драма для взрослых. В ней содержатся художественные сцены и изображения, которые могут вызвать тревогу и дискомфорт. В этой истории мы исследуем глубины человеческого разума, психологические травмы, поднимаем тему самоповреждений. Игра не рекомендована игрокам, которых могут напугать сцены с кровью, расчленением, изувеченными человеческими телами и самоповреждением. Ну, я уже предчувствую. Тут, походу, надо менять огоньки на красные, да? Хорошо. Ciao, I'm Julia. Чао, меня зовут Джулия. Kay. I'm glad you are Я here. рада, что ты здесь. Давно ко Nobody мне has никто не visited me in заходил. ages. It's Многие been years годы. now. I must tell you my Я должна story, рассказать but тебе свою историю, I но don't know where не to знаю, с begin. чего начать. There is so much Так that много всего. I should start from my Стоило бы childhood, начать с but my самого memories детства, of но мои these воспоминания о times нем are vague. туманны. I only remember Помню the лишь summer of лето 1929 1929, года, when they sent me off когда to меня stay with отправили my к nanny. няне. Я не знаю, что это было. Меня выкинуло из игры. Новая глава «Легенда». Лето 1929 года. Няня, ты расскажешь мне историю о белой даме? Нет, воробушек, не сегодня. Видишь, туман поднимается. Да, я помню, что в туман дама убивает юных девушек. Но почему она такая злая? Видишь ли, Джулия, боль и страдания могут толкать нас на дурные поступки, даже если мы на самом деле не злые. Это как с солдатами, которые должны убивать других солдат на войне. Знаешь, няня, мне нравится дама. Ей, бедняжке, должно быть так плохо. Хотя она все равно чуть-чуть пугает меня. Может, она убьет и меня, когда я подрасту. Станет ли она убивать того, кто ее любит? Конечно же нет. От этой мысли мне легче, ведь я люблю ее. А как же Марта? Ей грозит опасность. Твоя сестра вместе с мамой, так что не переживай. Скучаешь по ним? Нет. То есть, да, я немного скучаю по Марте. Но мне нравится проводить с тобой время. А теперь, воробушек, отправляйся в кровать. Уже поздно. Хорошо, няня, я засну, и мне приснится дама. Она была красивой? Да, была. Очень. Тогда и в моих снах она будет красивая. Я буду такой же красивой, как она? Ты будешь еще прекраснее. Няня, раз дама не навредит ни мне, потому что я люблю ее, ни тебе, потому что ты уже не молода. Можешь рассказать ее историю, пусть на улице и туман? Пожалуйста. Ну, пожалуйста, я сразу же усну, обещаю. О, ну хорошо, всегда ты своего добиваешься, маленькая плутовка. Я любила няню, и эту историю тоже любила. Каждый раз я слушала ее словно впервые, и с каждым разом эта история становилась все интереснее. Изо дня в день я просила няню рассказывать ее, даже несмотря на то, что мне было страшно. Даже сейчас я отчетливо помню каждый день, проведенный с ней, и то, как счастлива я тогда была. Согласно древней легенде, в здешних озерах обитает дух юной девушки, которую убил ее возлюбленный.
Она хотела лишь гулять вдоль берега с любимым и глядеть на старое дерево, что растет на островке посреди озера. Столько надежд и мечтаний, но ее ждала смерть, а не любовь. Бедняжечка, это несправедливо. Жизнь несправедлива, милая, мы должны уметь с этим справляться. Ладно, постараюсь. Но меня это очень злит. Не продолжай. В отчаянии мужчина признался, что убил ее из ревности. За это его повесили на маленьком островке посреди того самого озера, где он убил девушку. Они везде ее искали, но так и не нашли тело. Нифига себе у вас сказки. С тех самых пор ее дух, известный как Белая Дама, заточен в глубинах озера. Она безутешно скорбит о потере любимого человека. Считается, что когда поднимается туман, Белая Дама покидает воды озера и бродит по лесу, в тщетных попытках найти свою давно утраченную любовь. Охотники рассказывают, что в предрассветном тумане можно услышать женский плач. Это жуткая история, но дама мне нравится. Мне остановиться, воробушек? Нет, няня, папа всегда повторяет, что нужно бороться со своими страхами. Продолжай. Хорошо, золотце. Каждый раз, когда печальное воспоминание о той ночи тревожит душу дамы, она обрывает жизнь юной девушки. Лишь забрав столь молодую душу, дама может облегчить свои страдания, пусть и на мгновение. Доброй ночи, няня. Ну, мы поняли, что игра будет не из легких. Я провела с ней почти 3 года, но стоило вернуться домой, и я быстро забыла, что такое быть счастливой. Воспоминания возвращаются ко мне лишь спустя 15 лет, в 1944 году, когда я остановилась в этом доме. Мне нравилось устанавливать фотоаппараты в лесу у озера. Отец сконструировал устройство, которое крепилось к фотоаппаратам. Оно позволяло сделать снимки через определенные промежутки времени. Я пыталась снимать животных, или что там еще обитало в этом проклятом месте. Новая глава озера. 16 июля 1944, 6:00. Ой-ой-ой-ой. Что это было сейчас такое? Перемотать пленку. Открыть фотоаппарат. Вынуть старую пленку. И вставить новую. Close the camera. Load the film. Activate the timer. Ага, установить таймер. Almost ready. Почти готово. Now to Теперь bring нужно the навести image into фокус. focus. There's something floating На on the поверхности воды surface of что-то the плавает. water. Если я наведусь получше, смогу If I разглядеть, frame что it это. better, I might be able to see what it is.
Что это такое? Это тело, чешу? What? Что? Is that a Это person? человек? I must help Я them. должна помочь. Она сама бегает, если что. Я так понимаю, что у меня управление только на ответы в диалогах и всякие вот подобные штуки. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты чё? I was horrified at the idea Мысль о том, that что кто-то someone мог might тонуть have в моем drowned озере, in my привела меня в lake. ужас. The lake was my Озеро world, было моим where миром, I где would я могла spend мечтать entire целыми days днями. daydreaming. I would lose myself in Я my затерялась в thoughts, своих but that мыслях, was a но это rude было как гром awakening. среди ясного неба. Так So жутко. Камера так трясется вообще. Сильно. Музыка очень... I instantly noticed Я that сразу the заметила, person что на was ней wearing было one одно of из my моих dresses. платьев. Мне I было was страшно. scared. I dragged that lifeless Пытаясь не body as утонуть best as сама, I я could как to the смогла shore, вытащила безжизненное trying тело not на to drown берег. myself. Only when I lifted Только her in когда my я несла arms ее did на I руках, я поняла, realize who кто she это was. было. It was my sister, Это была моя my сестра, twin, близняшка, part of часть me, меня, dead, мертвая. impossible to comprehend. Уму I was непостижимо. desperate. Я была в I didn't know отчаянии, я what не to знала, do что делать or или to think. думать. Эм, I have to stay Нужно calm. сохранять спокойствие. О, боже мой. Martha is not dead. Марта не мертва. It's not possible. Это невозможно. It's not true. Это неправда. There's no need to worry. Беспокоиться не о чем. Everything is Все fine. хорошо. Everything will be fine. I have to stay calm. Нужно сохранять спокойствие. Martha is not dead. Мертва не мертва. It's not possible. Martha, February 26th, 1923. У меня тоже 26-го ДР, только Марта. Марта! Ой, блин, ладно. Is everything okay? Все хорошо? Ты не поранилась? Ты кто? What are you Что ты doing? делаешь? Go, Eric. Давай, Эрих, беги. Что это? Это ее папа-мама? My parents ran towards Родители me. подбежали ко мне, мама обняла меня, она терпеть меня не могла, но сейчас прижимала к себе. Ее тепло напоминало... наполняло меня жизнью, и боль стала более терпимой, и я почувствовала себя защищенной. «Марта, с тобой все хорошо?» Она спросила меня медленно, чтобы я смогла прочесть по губам. Она думала, что я глухая, она думала, что я — это Марта. Я не хотела, чтобы этот миг угас. И робко кивнула. Тогда я не понимала, что совершила нечто непоправимое. Она притворилась Мартой. Я могла выдать себя за Марту. Навсегда.
Выключить, мы все равно должны слушать радио. Любые новости и объявления могут быть жизненно важны. July 17 июля 1944 год. Наша семья глубоко скорбит и мысленно с вами в это чрезвычайно непростое время. Эрнесто с семьей. Старая картина, она кажется мне такой печальной. Она вызывает у меня чувство глубокого одиночества. Сейчас незачем звонить по телефону. Коробка с телеграфным аппаратом. Я умею им пользоваться, папа меня научил. Какого черта? На мгновение мне казалось... Нет, невозможно. Похоже, из-за всего происходящего мне мерещится то, чего не существует. Ого, ну да. Ну, у нее реакция, конечно, такая интересная. Книги, книги, снова книги. На нашей вилле их, наверное, все равно раз в 10 больше, чем здесь. Класс, я так хочу много книг, о май гад. Но они такие дорогие. Папин Гобой. У нас был очень милый дуэт в те редкие дни, когда папа бывал дома, конечно. Стой, а можешь поставить? Папа, мама и бабушка с дедушкой. С трудом верится, что отец военный. Это скорее подошло бы маме, если бы она не была женщиной. Это не папины охотничьи винтовки, он никогда не охотился. Должно быть, няня оставила их здесь. Папу разбудить. Папа должен быть совершенно подавлен. Он любит меня, я поступила ужасно, и теперь вынуждена смотреть, как он переживает мою смерть. Но я хотя бы могу зажечь за него свечи, чтобы он поспал и немного отдохнул. Не понимаю, типа, по какой причине у вас мама любит Марту, а папа любит вот нас? Ну, я не помню имя этой девочки. А в чем прикол? Почему, что, зачем и как так? А когда закончишь, можешь сходить за цветами или попроси Марту, если хочешь. Ни на миг не успокоишься, даже в такое время ни секунды не можешь посидеть тихо. Где цветы? У нее всегда все должно быть идеально, все всегда на своих местах. Это... Что это? Вызывает Лондон. Начинаем серию специальных сообщений. Радость не чувствует радости. Дождь кончился. У меня светлая борода. Вызывает Лондон. Конец передачи специального сообщения. Это что было? Это какой-то шифр или типа того, да? Куда мне это положить? Мне ей в руки это дать? Куда цветы? Алло, куда цветы? Папа? А, сюда. Что происходит? Кто дверь закрыл? Эрих, проснись. Думаешь, это подходящее для сна место? What? Что? Да, я, должно быть, уснул.
I must have fallen asleep. What are they О talking чем мне about? говорят? You can't stay here Нельзя forever. здесь лежать. Why Почему don't бы you тебе go не to пойти в bed? постель? No, no. Не, я I хочу want to остаться stay со своей with my дочерью. daughter. Your daughter. С твоей дочерью. Your С твоей daughter. дочерью. У тебя еще You have одна another есть, знаешь ли. daughter, you know. И она жива, The one who's помнишь? still alive. Remember? What О are чем you ты говоришь, talking Ирена? about, Джулия Irena? умерла. Как ты можешь говорить такие Julia is вещи? dead. Как ты What можешь... kind of comment is that? How can you? You should be thinking about Тебе стоит Martha. подумать о Марте. Harmed Джулия избила Martha. Марту. Ты ведь об You этом know that, знаешь? right? And as if that were И not будто enough, этого she было has мало, now вдобавок also ко всему еще и abandoned her. бросила ее. It's the Все та же same старая old пластинка. Во всем story. виновата Джулия, да? Everything is always Julia's fault, isn't it? Her По fault ее for вине Martha Марта being глухая, а deaf ты бесплодна. and for you being infertile. Do you Думаешь, think сейчас it's подходящее the для right этого time время? for this? Julia Джулия, is мертва, dead, Ирена. Irena, dead. Кто-то ее Someone убил, killed ты her. это осознаешь? Do you realize that? Of course I realize. Конечно, осознаю. I get it. Я все Do you понимаю, think I'm думаешь, я stupid? глупая? No one understands Я it лучше better than всех me. понимаю. She always От brought нее были problems. проблемы, одни Only проблемы. problems. It would have been Было better бы if лучше, she если бы она hadn't вообще been не born at рождалась. all. О май гад. You're crazy. I'm the crazy one? Me? Охренеть. They have done this Они хотят together. задеть меня за живое. Yes. Да. Your death is all Твоя my смерть на fault. моей совести. All Я только и I делал, could что ever причинил do тебе for боль, you Джулия. was hurt you, Julia. Моя бедная, My милая, poor, сумасшедшая девочка. sweet, crazy girl. Почему? Что я What буду без will I тебя do делать? without you? Какой станет жизнь? What will life be like now? Мы проводили так мало All the времени time I вместе. didn't spend with you. But now А I'm сейчас я home. дома. We can Мы можем go пойти fishing порыбачить, together. пофотографировать We can бабочек. take pictures of butterflies. No. Нет. We can't do Мы anything больше together ничего не anymore. сможем делать вместе, Can we? верно? Ничего. Nothing. I miss you, Julia. Я скучаю по тебе, I Джулия. miss you. О. Она может признаться папе, что она на самом деле Джулия, но чтобы он не говорил маме, потому что мама ее не... Пока мирные города долины Эльзы продолжали гибнуть под англо-американскими бомбардировками, до нас дошли трагические вести из окрестностей Рамолы. Юная дочь генерала немецкой армии Эриха Кей была убита неподалеку от своего дома, что могло послужить причиной для столь трусливого поступка. Карабинеры, немедленно приступившие к расследованию, надеются это выяснить. Мама не сильно предавалась горю. Ее беспокоило только то, что моя смерть может болезненно сказаться на Марте. Но мое отсутствие значительно облегчило ей жизнь. В конце концов, для всех было лучше, что умерла именно я. И для меня было лучше, что все вокруг так думали. Но чувство вины поглощало меня, и меня начали мучить кошмары. Почему они считают, что Марта нашла... Не нашла? Марта? Тратила. Ее жизнь. Нет, душу. Что происходит? А, ну ладно, окей, я поняла. Типа Марта утратила ее душу. Я не понимаю, что это. Ну, допустим, это сон. Марта утратила ее душу? Потому что ты притворяешься с ней? Или почему? Или как это понимать?
Я? Я украла ее жизнь. Личность или жизнь? Жизнь. Личность. Ну, в принципе, да, логично, что личность. Ой, как же я люблю психологические триллеры и хорроры, вы бы знали. Обожаю. Ой. Ой-ой. Это сон? Ах. Ну, я так понимаю, это сон. Все еще. А зачем тебе это? Вы близняшки, у вас одинаковое лицо. Ну ладно, это сон, окей, я могу оправдать это тем, что это сон. Но у меня во снах и не такая хрень происходит, так что... Давай уже режь. О май гад. Ну, ладно. Предупреждения были сказаны, я ни при чем. Ага. It was just a dream. Это был A лишь сон. horrible dream. Страшный сон. That horrendous Жуткая женщина и woman on the лицо моей face of my сестры. sister. I wish all of this Хотелось was бы, a dream and чтобы my все это sister было was сном, just чтобы моя sleeping сестра сейчас in спала her в своей bed. кровати. Instead, her bed is empty Но and ее this кровать is reality. пустует. Такова действительность. Что за жуткая картина? Давайте, наверное... Я могу сохранять как сама? Сохранение? Да, я могу. Давайте на этом закончим. Пишите тогда, как вам игра. Ну, я хочу ее пройти, потому что я, во-первых, люблю психологические триллеры или хорроры, как я сказала, и это жутковато, но мне нравится. И интересно узнать историю ее семьи, ее. Так что спасибо вам, Пинчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.